Так, всем приветик. Продолжаем. Шерлока Холмса. Так, нам надо... Чё вообще? Так, найдите убийцу Дана. Возьмите химическую лабораторию алкалоид и гусь. Проведите эксперимент с ядовитыми растениями. Так, а где... Да, подожди, пойдем в лабораторию посмотрим. Или своей лаборатории. Что, блин? Лаборатория. Третья. Ну. И что? Или из своей лаборатории взять. Но тут ничего нет. There is no fertilizer with alkaloid here. We need to search a different chemical cupboard. Так. А где еще тут химический шкаф? Объясните мне. Здесь нет. Так, здесь. Здесь, походу, ничего нет тоже. Оп, тихо. Банки, склянки. Я сам... Телефон с ума сошел. Ладно. А где тут можно взять? That should be the raw sap that the Green Grand Mystic spoke of. Чего, блин? Вот это вот? It is rather delicious and of an excellent quality. My word, Holmes. Their sap is like a form of cocaine. Да, фу, блин. Ты чё, блин? Она сейчас попрет. Держи меня. Сейчас с нами этот начнет разговаривать. Как его? Вон тот вон, чувак. Так, а где мух-то? Ой, блядь, мух этих. Гусениц где взять? A tropical plant. Nothing of interest. Я понял. Все, ладно, выходи отсюда. A tropical plant. Я понял. A trop. Это понятно. Ты, бляха, подойди сюда. Тут нет? Тоже нет? Да что ты крутишься, блядь? Ладно. Пошли. Здорово. Где у вас тут гусениц найти? Пожалуйста. This substance is an alkaloid, the same as in the bottle we found in the bushes at Kew Gardens. Perfect, Watson. We can begin our experiment. А гусениц-то где? А гусениц-то где взять? Слышь, блядь? Жрачку-то где взять? Сам сказал, говорит, нужна еда. Типа ты... Ладно, поехали, короче, так быстрее будет, пока... Он издевается, блядь. Я тут гусениц, блядь, еще, а тут алкалоид ему нужен был. Да хоть сказал бы, что из гусеницы остался алкалоид. Ну? Мы долго едем. Все, погнали. Хорош заниматься, слышь, Ватсон. А то сейчас глаза
китайскими станут. Бородка растет. И уж как-то и немножко. I imagine that one of these plants would be capable of releasing a toxic vapor. I need to find out exactly how it could be done. I shall begin now. Watson, if you are at all optimistic to have dinner this evening, then I'd recommend that you put on the gas mask. Ты, блядь, отстань ты. Нет. This Блядь, чего? Чё он сказал? Да, блядь, да вот. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. Угу. Дьявольский цветок, да и стой ты. It appears to open after being soaked with alkaloid. Угу. А теперь? I find the behavior of predators utterly fascinating. А если... А если... It closed again. I believe I saw a small cloud of gas. I wonder what secrets this plant is hiding. Perhaps if we agitate it to a greater extent whilst it is opened, it will reveal a little more. Давай попробуем. It appears to open after being soaked with alkaloid. Угу. Еще налить? No reaction. Никакой реакции. Хорошо. Ну-ка. А ты чё? This Растения становятся неактивными. Я понял. How interesting. What a strong and effective defensive mechanism. I am interested in what might occur if the prickly plant should shoot at it. Ага. Ну-ка. Да иди твою мать. Чего, блядь? А, вот так. Так, опаньки. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. Хорошо. Так. Ну? I find the behavior of... Да, блядь, я понял. Сюда положи. toxic gas with spores. Extraordinary. Как-то так. The plants would be capable of killing only if they were directly next to the victim and stimulated at precisely the right moment. Let us take our caterpillars to the Colonial Collection Room. We may see things more clearly there. It is too early, Watson. Our suspects will be there. Let us investigate Kew Gardens one more time and ask some questions. Запырики. Мстительный расчет. Так, опытывает. Знаниями своих, полученных в университете, могло быть недостаточно для того, чтобы обеспечить правильную реакцию ядовитых растений.
хватало знаний, чтобы активировать это. Ну вот это хрен его знает. А почему здесь Уайт? Причем здесь она, я не понимаю. Ну, допустим. Не знаю. Так, даже если... Я всё равно не знаю. Ладно, пусть пока так. Она знала. Дальше посмотрим, что там. А, стой. Божественный синдикат оставил растение в Кью-Гарденс, чтобы позже убить Миднайта. Кто-то похитил ядовитое растение до Божественного синдиката. Наверное. Нихуя себе. Чего, блядь? Подожди, а если... Избирательная кража. Синдикат похитил с выставки. А при чем тут? Так, а если так? Все равно хуйня, да? Все равно хуйня. Секта не причастна. Скорее всего, потому что, ну... Вряд ли. Нет. Так, Мисс опасная женщина, способна на убийство. Когда она осознала, что не получит больше финансовую поддержку от Дана, она переключилась на Альберта. Она заслуживает казни. Мисс Уайт — несчастная женщина с долгами, которую отверг состоятельный джентльмен. Когда Дан оттолкнул ее, жизнь ее остановилась. Она убила его от отчаяния. Она заслужила... Не, ну это какая-то херня. Нет, мне кажется, это не она. Ну, допустим. Допустим. Is Margaret White a murderer? I cannot believe it. Oh, do pull yourself together, Watson. Oh, such a brilliant young woman and so vulnerable. Did she really have a choice? Society would condemn her, but she could walk free. But what should we say to the police? Why, nothing at all. Montague Dunn officially died of a heart attack. The case is closed. Да вот я тоже думаю, что это ни хрена не она. Нет. Это не она. Ну, так. Подождите. Чего, блядь? Так, подожди. Так вот, Альберт не особо силен в ботанике. Сомнительно, что он мог узнать, как заставить растения выпустить ядовитые споры. У Альберта хватало знаний, чтобы активировать ядовитые растения. А почему не Хэмиш? Я не понимаю. Допустим. Пусть будет так. А вот это уже интересно. Альберт Дан убил своего отца с учетом многолетних унижений и разочарований от действий отца, помешавшего ему служить на флоте. Вы делаете вывод, что Альберт хладнокровный убийца и заслужит суда. Монтегю Дан был плохим человеком. Его убийство произошло из-за многолетних унижений и пыток. Поскольку никто не знает правду, вы позволите полиции верить в несчастный случай. Альберт будет жить со своей совестью. Допустим. Даже так. Все равно это хрень какая-то. Почему не Хэмиш? It was Albert who caused the death of his father. It was an act of desperation,
to end years of misery and humiliation. Poor boy. You're right, Holmes. He was also a victim. He'll live the rest of his life with the death of his father on his conscience. And that is enough. The case is closed, Watson. Officially, Montague Dunn died of a heart attack. Да вот, блядь, еще 6 улик где-то другая. Нет. В баню, короче. Нет. Это Хэмиш, скорее всего. Только как вот... Я не понимаю. Вот, не туда. Допустим. Все подстроился. Секта. Ну, секта, блин, это вряд ли, конечно. Мотив Хэмиша. А вот почему на Хэмиш-то ничего нет, я не понимаю. Нет, не особо сильно ботаники. Так, допустим, избирательная кража. Так. Нет, тоже нет. А почему? Почему? Это Альберта. Знание Уайт. Нет. Ну. Да почему не Хэмиш-то, сволочь, блядь. Ладно, давайте еще улики поищем. Не хочу я ни хера тут делать. Да. До экспериментов в комнате колониальной коллекции поговорить со всеми. Пошел. Куда пошел? Надо ехать. Да какой нахуй божественный синдикат? Какой нахер божественный синдикат? Давай уже тут, блядь, лазим. Не можем скрыть его. Скрыть дело. Времени уже прошло, пиздец. Еще раз. Опаньки. Кью Гарденс. Погнали. Я не понимаю, например, вот что. Хорошо, вот. Нет. Скорее всего, нет. Ну, как запустить это все? Именно в тот момент, ну, хер. Ладно, короче. Мотив Альберта. Избирательная кража. А почему Хэмиш? Он же хотел на его место. У Мартина Хэмиша был мотив. Он считал, что Дан сломал его отцу жизнь. Ну да, все правильно. Сломал жизнь, все присвоил. Почему и... Вполне веская причина. Здорово. Can you tell me if you saw Mr. Montague Dunn on the day of his death? Yes, of course. I met him, and we went to see Albert, his son, at around 9:30. He appeared quite calm. What were you doing on the morning of the accident? After paying multiple visits to Albert, I had a little talk with Miss White. Then I returned to my desk to complete some paperwork. Suddenly I observed that Mr. Dunn was not feeling well, so I ran immediately to fetch Albert. I clearly remember that it was around 10:30, for I was late that morning. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Я тебе сейчас, сука, вернусь, падла. Где этот? Черт. Давай. Your father's death does seem highly suspicious. What were your movements here on that day? Suspicious? Well, I was working in the seed house, taking care of Lysa something, or Lear Pontus, or... No, wait. These Latin names. And I spent so many hours trying to memorize them.
Did you see your father that day? Yes, he came here with Mr. Hamish for his weekly visit. There was nothing unusual about that. And then? Nothing. They stepped out to the backyard. It was perhaps 20 minutes before 10 o'clock. Then about 10 minutes later, I saw my father heading for the dry tropics room while Mr. Hamish returned here. And Mr. Hamish and Miss White, what were they both doing that morning? Mr. Hamish visited me a couple of times. I also saw him returning from talking with Miss White, and that was at 10 minutes past 10. But then he ran back here to me to tell me that my father was feeling unwell. We hurried across to the water lily room, and I found my father lying dead on the floor. Oh, my God. Thank you, young man. We shall see you again soon. Так. Это. Мисс Уайт, блядь. Тут открыть, блядь. А, ты где, мать? Мать, слышь? Блядь, ты где есть-то? Иди, твою мать, запутаешься в этих коридорах, блядь. А, вот тут. Ой, пиздец какой-то. Здорово, мать. Ты где там, блядь? Ну, блядь. Can you tell me what Mr. Dunn was doing upon the day of his death? I can, but there is nothing very special to say. I was in the laboratory when I saw Mr. Dunn heading towards me. Tuesday is the day of his weekly visit. It was supposed to be at 9, but he was 10 minutes late, as usual. And then? Well, he came in to say good morning. Then I saw him spend 2 or 3 minutes by the plants outside the laboratory. After that, he ran out in the direction of the nursery, where Mr. Hamish was working. He was always in a rush during the inspection, you see. I would pity anyone who stood in his way. And that was the last time you saw him? Yes. I stayed in the laboratory until 20 minutes to 11, when I heard the cries of Albert and Mr. Hamish from the large glass house. I joined them as soon as I could, for I knew that something must be very wrong. What exactly were you doing in the laboratory? I was recording an experiment for my thesis. I only stopped my work once when Mr. Hamish visited me briefly around 10 o'clock. You say you were recording an experiment when the tragedy occurred. Might I listen to the roll? Certainly. Please do. You will find it in the laboratory. It is number 320. Мы уже... Thank you, miss. Everyone has gone, Holmes. The way is clear. Ты чё, блядь, прыгаешь? А, что такое? Чё? А, да уйди ты, иди твою... Уйди, блядь. Так, короче. Угу. И что дальше? А, блядь. Так, посмотрим. Ну, как-то так, да. А, чего, блядь? А, да подожди ты, иди, твою. Это что, блядь, лаги такие, блядь? А... Вдыхает споры. Так, и дальше что? Так, он вдохнул споры, повалил. No, it wasn't like that. Еще. Что еще? В смысле, а что ты еще придумал?
пройди ты, твою мать. Нет, это херня. Что это? Да. No, it wasn't like that. Хорошо. Где событий? И что дальше? А здесь что? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, давай. А я... When Montague Dunn was standing close by the plants, the caterpillars were released and caused the deadly spores to activate. Panicking, and likely already half asphyxiated, Montague Dunn started back and knocked over the bust. He rushed to the door, but it was locked. He had to force it open with his shoulder. We already know the outcome. Montague Dunn collapsed and died not far from the pool. Well, it is time to perform our experiment on the ventilation system. Вот это как раз таки и надо. The caterpillars could only fall from the ventilation duct. Our caterpillars are in place. I'll activate the ventilation system so that they fall down. Watson, stay here and observe. All right, Holmes. А. Да я, блин, я понял. Я уж все смотрел. Опа. Туда. Не туда. Пара-пам-парам. Надо... Я так понимаю... Блин, в ту сторону побежал. Ладно. Надо включить в обратную сторону, что ли, я так понимаю, эту вентиляцию. Ладно, сейчас посмотрим. Гусеницы, они, блядь, не вылупились там, а жить. Гусеницы. Гусеницы-то не вылупились. Да я понял, что здесь. Да и... Открой, блядь, дверь. Так. Before starting the engine, the power is on. The engine cannot be started whilst the transmission is active. Ты издеваешься? The engine has started. The ventilation system is working. А куда нам? Дуй. В какую сторону она дует? Ну, блин, ну и дело как-то очень уж длинное. Очень сложное. Очень сложное дело. Да я в курсе, куда найти. Стань так мне. Прямо над домом. Пизду, короче. Надо было там забежать. Блин, тут не туда, бля.
Ватсон, вы что там стоите? Now we need to see if we can activate the fans from Mr. Hamish's and Albert's space. Чего, блин? Now we need to see if we can activate the fans from Mr. Hamish's and Albert's space. Ты... Короче. Короче, давайте на этом закончим, а то слишком длинная серия получается. Закончим на этом и в следующей серии продолжим. А где Хэмиш? Слышь? Эпс. Черт, блядь. Блядь, точно, где он работает. Опа. Тихо, тихо, тихо. Здесь, по-моему, он работает. Нет? Нет? Так, короче говоря. Ага. Наверное, можно. Оп, не туда, стоять. Не туда. Так, это где Альберт, да, по-моему, работает? Рабочий стол. A thesis written by Martin Hamish. Все, я понял. Уходи. Это Мартин Хэмиш. Мартин Хэмиш. Excellent. This ventilation fan is working. Let us see if I can activate the other one. Какой другой, блядь? Объясни мне. Сейчас мы эту включу уже, потом посмотрим уже. Дело закроет. И там слишком уж оно... я даже не знаю, слишком сложно, слишком долгое, что ли. Ой, не туда нажал. From here, we are... Perfect. Now I just need to find Watson to check the result. Давай. It works perfectly, Holmes. Bravo. Now, if you could just help me to get rid of these caterpillars. Perfect. Now we know how the murder of Montague Dunn was carried out, by activating both Albert's and Mr. Hamish's fans. But only from Mr. Hamish's workplace would it be possible to see when Montague Dunn entered the Colonial Collection Room. Ну-ка. Используем вентилятор, смертельный расчет. Так, возможности Хэмиша. Мартин Хэмиш мог активировать ядовитые растения в комнате колониальной коллекции. Как биолог, он знал нужный порядок действий. А вот теперь... Наконец-то, блин. Убийца мог быть Мартин Хэмиш. У него была возможность украсть растения Божественного Синдиката и активировать их со своего рабочего места сразу после того, как он запер Монтегю Дана в комнате. Чего, блядь? Организуйте арест Мартина Хэмиша. Все, что ты от меня хочешь ты еще, блядь? Let's go to Scotland Yard. Да. Поехали в Скотланд Ярд, только побыстрее, блядь. И это время уже до хрена. Быстрее давай. Давай. Что они взяли? Что, Монтегю Дан погиб от сердечного приступа. Пошли быстрее, Ватсон. Здорово. Куда идти? Ну да. Inspector, I believe that Martin Hamish is guilty of the murder of Montague Dunn. Aha! I knew it. I'll send the lads around to arrest him. Very good. I shall wait to hear from you. Я, сука, знал.
этом закончим на сегодня. Не знаю, что там, вся игра, не вся. Я не смотрел, сколько он там по времени. Прохождение. Кстати, гляну. Посмотрим, ты сколько поехать-то? Чё за дёрганье, блядь? Давай уж, блядь, быстрее. Inspector, I came here as quickly as I could. Martin Hamish is in the large glass house. There's no need to hurry. Да? Найди без манки, да. Ну, пошли. Большое оранжерея. Вот здесь что? В смысле? Holmes, my God! Yes, we found him like that. Our messing around with the ventilation system didn't go unnoticed. Mr. Hamish realized that we knew. Inspector, could you arrange the body, please? I should like to examine it. Смотрите, тело Хэмиш на веранде. А где веранда? Где, блядь? Где веранда? Да какой веранде-то, ёптать, объясните мне. Смотрите, Хэмиш на веранде. Где он там? Блять, на какой веранде-то вы заебали уже? На веранде? Еще раз. Ёпта, как, блядь, веранде? Вы издеваетесь? О, а это где мадам? Блять, на какой веранде, ёб вашу мать? Какая веранда? Где она здесь? Water lily greenhouse. Harm house. Dry tropics. Да я понял. Ventilation system. Seed house. Nursery. Насри, да. Director's office. Cloakroom. Я именно насри. Дальше спрашивай. Я вот, бля, буду что мне теплицах. Вернее, в оранжерее. Время, блядь. Где этот? Оранжерей. Dry tropic. Так, блядь, я понял. Иди уже. Где? Где? Ой, идите вашу мать-то. Так, вообще не то. Вообще херня какая-то. Я ни хера не понимаю. Какой, блядь? Ёб, в веранде, ёб вашу мать. В оранжерее. Я, блядь, не пойму мимо The mark веранды. around the neck is very visible. He died instantly. И что дальше-то? И? Письмо. Жизнь превратилась в сущий. Я нахожу это невыносимым. Дан заслужил смерти. Но я не могу простить себя за его кровь на моих руках. Мы, Хэмиши, практически всегда были жертвами обстоятельств. И я не исключение. Я должен уйти, и я сделаю это здесь и сейчас. Прощайте. Насколько подозрительно все равно. В смысле? Что? Holmes, his left shoe is unique. This anomaly is often a characteristic of... A club foot. Bravo, Watson. That is the key element of this case. Тихо.
Это я нихуя не понял. Косолапость, признание. А при чем тут? Чего, блядь? Парень Хэмиш не мог бежать из-за своей косолапости. Однако стоит проверить. Хватило бы ему времени запереть дверь в комнату с колониальной коллекцией и выключить систему вентиляции. Были у него сообщники. Сообщник, блин. Сообщник, да. Чего? Обсудить с Лестрейдом знание новых улик, обнаружение. Хорошо. Ну? Something about this rings very oddly. Why do you say that, Mr. Holmes? Why? Because of Mr. Hamish's club foot. Oh, I deserve to be kicked from here to Charing Cross. I should have noticed it. But, Mr. Holmes, I can't see why. No, I don't suppose you do. You must recall that Mr. Dunn was locked inside the Colonial Collection Room by the murderer. If it was Mr. Hamish, he would have had to run up to his workplace to trigger the fan situated above it, taking into consideration the condition of his foot. Well, it is still possible. Perhaps, but it is rather strange that such a person as Mr. Hamish decided to base his plan on the speed of his gait. You mean to say that somebody helped him? So the suicide is questionable? Correct. Mr. Hamish accuses only himself in his letter, and so the investigation stops. Possibly an accomplice, then? That idea had not occurred to me, Mr. Holmes. I have another idea, Inspector. Thanks to the testimony that we have collected, we are able to rebuild the events as they took place that day. With a timeline, such as we did in the Jack the Ripper case. Precisely. The map at the entrance of Kew Gardens should help us with our timeline. Карта Kew Gardens, нахуй. Let us analyze the facts and statements, so that we may recreate the events of that morning. Ты кто, блядь? Ты куда? Девять 30. Альберт надо, да? Монтег, да. Альберт встретил Монтег, да. Нет, подожди, это не точно. Так даже, да? Альберт увидел Хэмиш, возвращаясь от мисс Уайт. Я помню, что, блядь. Ой, короче, давайте потом решим. Это надолго. Все, короче, ссылочка на плейлист в описании. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Всем до встречи в продолжении этого дела, блин. Всем спасибо и всем пока.